Дворня. Домашние крепостные рабы в России. По мере того, как высшие классы на Руси, а затем и в Российской империи богатели, им понадобился большой слой людей, которые бы выполняли роль домашней прислуги и были бы лишены основных гражданских прав. Очень скоро во всех имениях крупных помещиков расцвели многочисленные представители дворовых людей, или более грубо дворни. Подобно патрициям с их домашними рабами в Древнем Риме, владельцы имений устранялись от какого-либо физического труда, перекладывая даже малейшие обязанности на специальных людей, которые подбирались даже под самые экзотические потребности. Таким образом, помещики вели образ жизни сибаритов, с головой окунаясь в праздность, разврат, мотовство, паразитируя на своих крепостных. Дворня набиралась из крепостных крестьян, бывших монастырских холопов, случайно забредших к барину простолюдинов, а также из выходцев из могучего когда-то класса боевых холопов, которые составляли до четверти всех несвободных на Руси, и которых решительно некуда было деть еще до смутного времени. Труд дворни не был почетным, но все же был легче изнурительной эксплуатации простых крестьян. Большая физическая сила у мужчин или красота у женщин служили прямым пропуском в дворню, так как именно такие качества были более всего нужны. Институт домашних рабов существовал еще в Киевской Руси, несмотря на попытки историков тот факт заретушировать. По мере закрепощения основной массы простых людей, каждое следующее поколение осознавало, что условия жизни становятся все теснее, и совершали побеги. Одни за пределы Отечества, другие в казаки, а третьи находили, что жить в господском доме теплее и сытнее, чем в родной избе-землянке с невыносимым тяжелым трудом ежедневно, и шли либо дворовые люди, либо боевые холопы. После Ивана Грозного боевых холопов стало так много, что этот паразитирующий класс буквально физически пытались истребить. Жившие за счет барина, одевавшиеся и кормившиеся от него, имели лишь одну задачу – в случае войны встать рядом с ним в полной готовности, а чаще вместо него. Однако подготовка и эффективность была их столь слаба, что эту армию бездельников решено было просто разогнать. Поэтому уйти в дворню для них стало единственным спасением от крестьянского плуга. Средней руки помещик содержал обычно десяток-другой дворни, не особо расходуя свои капиталы, а уж особо приближенные к трону оперировали цифрами иного порядка. У графа Орлова насчитывалось почти 4 сотни дворовых людей. Дворня решала несколько задач. Физическая защита барина и его имущества, ведение домашнего хозяйства барина, выполнение поручений внутри и за пределами имения, обучение барина и его детей, сексуальная эксплуатация для нужд барина и его детей или друзей, решение вопросов с крепостными барина, от переговоров до физических наказаний. Из этого происходило и разделение дворни на профессии и статусы. Дворецкий, мажордом, исполнял роль аналогичную главному евнуху в гареме, отвечал за торжественные приемы кухни, подачи блюд и общий распорядок. Камердинер, комнатный слуга, который исполнял мелкие поручения барина. Стременные, конные охранники барина, исполнявшие роль его свиты или глашатаев. Казачки, маленькие мальчики, одетые в форму казаков, прислуживали за обедом, встречали гостей, разносили закуски и всячески умиляли. Ливрейные лакеи и форрейтеры находились в карете господина или рядом с кучером, обеспечивая обслуживание в пути. Гайдуки – вид лакеев, которые исполняли функции охраны, подбирались из рослых и крепких парней. Сенные девки – молодые крестьянки, весь день проводившие в сенях, ожидая поручений, исполняли функции горничных, а также чаще всего оказывали сексуальные услуги господам. Горничные девки дежурили у опочивален. Их задачей была смена белья, забота о ночных горшках, мягкости перины подушек, а также убаюкивание господских детей, а также и самих господ, которые в силу дряхлости или веселого нрава не ложились спать без сказок и песен от таких служанок. Отдельную касту составляли слуги крепостных театров. Их содержали богатейшие помещики, а также князья и графы. Репертуар и роли распределяли помещики на свой вкус, давая представления как у себя, так и на гастролях.
Часто актрисы таких театров принуждались к проституции или бесплатному развлечению друзей владельца, как, например, у огромного театра Измайлова, который принуждал актрис обнажаться по команде для гостей. Насытившись, такие театры нередко просто распродавали в обычные крепостные имения. Ключница. Возрастная женщина вела учет в доме, а также управляла помещениями и имуществом, часто выступая как доверенное лицо барина. Белые и черные кухарки. Повара, готовившие для господ, и дворни соответственно. Кормилицы, няньки и дядьки. Слуги для присмотра, воспитания и кормления барских детей, так как матери часто не имели интереса возиться с ребенком после его рождения. Арабы и калмыки. Слуги негроидной или монголоидной расы, которых набирал барин для удивления своих гостей. Ремесленные. Слуги, а иногда и крестьяне, обладавшие редкими талантами и умениями, которых барин сдавал в аренду или торговал их изделиями. Кроме того, особенно богатые помещики имели сотни дополнительных слуг под каждую свою прихоть, например, чесальщики пяток у графа Орлова. Естественно, помещик был полным хозяином для своей дворни, и их положение было не лучше рядового крепостного. Избиение, лишение имущества, телесные наказания преследовали их за малейшие повинности или при плохом настроении. Крепостная актриса Жемчугова, которой восхищались даже при дворе, но на ее похороны не пришел ни один помещик, чтобы не запятнать свой статус. Пример такого рода отношений между гражданами Отечества. Впрочем, сама Жемчугова в фаворе славы имела прислугу и третировала ее не хуже, чем другие помещики. Дворня исполняла любые барские прихоти, некоторые из которых были прямо прописаны в нормах поведения. Так, прислуга за столом должна была передвигаться ровно вдоль стен, не пересекаясь траекторией с гостями, и тем более не смотря на них прямо. Некоторые бари запрещали слишком громко дышать таким слугам, что омрачает отдых. И долгое время своеобразная манера говорить и двигаться у таких слуг выдавала их прежние роли, даже после отмены крепостного права и смены занятий. Прямой обязанностью дворни была ликвидация волнений среди крепостных. По приказу барина они хватали неугодных, тащили их на конюшню, где подвергали избиениям или стязаниям, под угрозой подвергнуться самим за неисполнение. Как правило, за крепостными присматривали несколько наиболее верных людей, со временем терявших всякую жалость к тем, кто ниже по рангу. Много случаев, когда не только крепостные, а дворня страдали больше от рук агрессивного хозяина. Так граф Сергей Каменский любил давать платные концерты своего крепостного театра, где прямо на сцене висели плетки. Заметив какую-то оплошность в антракте, Каменский заходил за кулисы с этой плеткой, чтобы наказать провинившегося. Крики и мольбы часто слышали зрители, но относились к ним как к неизбежному злу. Как писал Вяземский, крестьян это приобщает от варварства к культуре, а бар, музыка, театральное представление отвлекали их от псовой охоты, карт и попоек. Дворня была частым гостем рынка купли-продажи рабов в Российской империи. Она стоила дороже простого крестьянина, что побуждало помещиков заниматься их разведением, обучению навыкам, чтобы затем продать. Когда Павел запретил объявление о продаже людей в газетах, сделка стала публиковаться как «отдам в услужение». В 1833 году вышел указ о запрете продажи крепостных в розницу, что по крайней мере смягчило проблему разделения семей, ведь нередко продавали всех по одному и в разные концы страны. Однако потребность дворни была столь велика, что росла постоянно и к середине 19 века дошла до 10% от всех крепостных, что подрывало экономику помещиков. Специальным указом пришлось запретить переводить крестьян в дворовые и назад. Эта мера стала роковой для дворни. Когда в 1861 году отменили крепостное право, дворне не было положено выделение земельного надела. И это был крах. И ранее постаревших и одреклейших слуг нередко просто выгоняли на улицу, и они нищенствовали или жили при монастырях, то теперь они лишились не только рынка труда, но и перспектив стать даже крестьянами, так как земля была невероятно ценна и ограничена в стране. Целый класс оказался неудел и пополнил городскую нищету – солдат, проституток, люмпен-пролетариев, а если барин не оставил при себе или при содержании. Да и сами крестьяне ненавидели дворовых, так как те зачастую служили палкой и кнутом в руках помещика, а их содержание ушлый барин обычно возлагал на самих же крестьян.
Поэтому, когда во дворе обратили внимание, что в русских домах прислуги в 5-6 раз больше, чем в европейских, явление наносит ущерб экономике, его решили понемногу свернуть. Не имеющие земли, навыка работы на ней, востребованные вне прислуги умений, дворовые часто оставались при помещиках до самой революции 17 года, служа уже за крышу над головой и тарелку супа, что все чаще становилось участью и самого барина по мере разорения этого класса. Как вы считаете, нормально ли, что одному человеку прислуживают десятки? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли дети от браков разных народов или это миф, почему женщины предпочитают иностранных мужчин и как с этим связана биология, и вообще как ведется половой отбор и наследуются признаки, какова роль разных народов в революциях и войнах прошлых веков, почему Гитлер истреблял евреев, была ли советская власть благом для русского народа или истребила его, существует ли черный расизм, и многое-многое другое. Подписывайтесь на Boosty и Patreon и получайте доступ к эксклюзивному контенту и обсуждениям.